Какой у нас сегодня завтрак? У нас с Артуром. Это благодаря Наде. Бутерброды с красной рыбой, с колбасой, сало порезала. А вот это вот, друзья, компот. Компот из сухофруктов. Еще я пожарила яичницу, но яичница у меня развалилась, потому что нет лопатки. Но ничего. 7 утра. Всем привет! С вами Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Мы по-прежнему отдыхаем в Гоа. Сегодня мы будем прощаться с Надей. Надя улетает к себе домой. Ну а прямо сейчас посмотрите, пожалуйста, видео, которое не вошло в предыдущую серию. На обратном пути мы остановились в Панджиме, заехали на самый крупный в Гоа рыбный рынок. Сейчас Парам купит морепродуктов свеженьких. И вечером мы устроим пати. Пригласим Надю. Прощальный вечер с Надей. Только провожать будем не нас, а Надю, так как завтра она уезжает, улетает к себе домой. Хотя она считает, что у нее дом – это Индия. Посмотрите, какой здесь большой выбор морепродуктов. Крабы, рыба. Тут, видите, есть рыба, которую даже не привозят к нам в Матеран. Цены здесь дешевле и рыба свежее. Ощущается даже вот разница по вкусу. Мы обожаем, когда мы приезжаем в Гоа, мы всегда каждый день и на завтрак, и на обед, и ужин можем есть морепродукты. О, I'm not go, Артур, иди сюда. Куда-то меня уже зовет этот парень. Значит, смотрите, пора меня отпускать, говорит, иди, он тебе что-то хочет показать, он не против. Значит, мы сейчас стоим возле этого ящика. И Артур говорит, боже мой, ну давай спасем одного крабика. Он увидел, что там они как пирамидку строят, и, ну, как могут выбраться. Говорит, давай спасем. Вот. А парень увидел, что Артур смотрит на краба. Ты хочешь краба? Говорит, я тебе сейчас одного подарю. Ну, Артур не против. И он вот именно положил в кулечек одного краба. Ого, very big. Вот, видите? Подарила Артуру крабика. И что ты планируешь делать с этим крабиком? Отпустить. Где ты хочешь его отпустить? Я пока что не придумал. Ну, наверное, в Калангуте. Thank you. Thank you. Спасибо. Пожалуйста. Вот, ну и Парам здесь покупает рыбу, которую уже спасти не удастся. Артур убежал, вырвался из Артуркиного кулька. Catch like this, wait. Сейчас покажет, как его надо держать. А ты смотри, как его надо держать. Не буду. Catch like this. Он какой-то бешеный. Да он сам бы укусил каждого бы. Смотри, как надо. Вот так. Угу. Все, завяжи кулечек, так, чтобы осталось проход для воздуха. Еще веревки отцепить. Давай веревки отцепим. Не надо, потом уже отцепим перед тем, как отпустить. Сейчас не надо. Ты видишь, он сильно резвый. Отцепим. Отпустим. Да, ну, возле дома в Калангуте. Операция спасения краба. Вы уже отрезали веревочки? Нет, не веревочки только. This leave like this only. Come on. Здравствуйте. У нас операция спасения краба. Давай. А мы были на рыбном рынке, и там, да, живого краба, да, взяли и хотим спасти. Это мой сын хочет спасти ему жизнь. Morning swimming. Yes. Ну, Давайте будем смотреть. давай, выпускай, куда он побежит? No, this is not correct question. Парам говорит, спроси у женщины, сколько ей лет. Я говорю, это некорректный вопрос. Иди сюда. Ну, куда? You remove this? Ну и куда ты пойдешь, краб? В Панджиме мы его. Ой-ой-ой. Не знаю. А надо посмотреть, если он поплывет, Ну, видимо. травмирован. Ну, во всяком случае, у него уж есть сейчас шанс. Есть выбор. Травмирован. Одной клешни. Но многие крабы без одной клешни живут.
Да, муж и сын. Русская. Я украинка. Да. А вы давно уже здесь? Не, ну мы в Гоа 2 дня назад приехали, а так мы живем в другом штате, в Матеране. Вот, еще мужчина подключился. Вот эта вот женщина с утра плавала на такой глубине. Да, у меня муж в шоке был. Ну, получается, он тоже плавал в тот момент и говорит, так далеко заплываете. Его надо наводить, чтобы он сам как будто пошел. А может даже сил нету. Надо посмотреть, он пойдет туда или нет. Ну, он уже, я так понимаю, хочет его отпустить глубоко в море. И мы уже не узнаем, куда он пойдет, этот краб. Все, бай-бай, крэб. А пока. Все, живи долго и счастливо. Вы только посмотрите, как изменилась погода. За весь туристический сезон не было такого. Вы видите, сколько много облаков. Парам уверен, что сегодня пойдет дождь. Вот Надя пришла к нам вечерком. Сейчас мы вместе посидим, поужинаем. Надя смотрит, прощается с морем. Напоминаю, она завтра уезжает. Уезжает домой. Или как? Или не домой? Домой? Я имею в виду, что для вас дом? Да, 50-50. 50 на 50. Для Нади уже Гоа это как второй дом. Такой прямо прохладный ветер. Вот я сейчас стою по ногам, так прямо аж у меня мурашки по телу пробежались. Точно дождь будет. Погода плачет перед вашим отъездом. Но это, по-моему, хорошая, да, примета, если кто верит в приметы. Ну, вообще, впервые я такое вижу. Вот в этом сезоне я еще не видела такой погоды, чтобы вот такое было небо. Ну, в чем он правда, похоже на как бы преддождевая. Ну, вряд ли это соберется дождь. Посмотрим. И море тоже волнуется. Завтра утром в 10 часов Надя отправляется отсюда в аэропорт. В 2 часа самолет. Я говорю, вы завтра планируете поплавать с утра? Каждое утро Надя в 7 часов утра ходит плавать. Тогда море более или менее спокойное. Можно зайти поглубже, и там уже нет таких вот волн. Так что вы завтра еще поплаваете? Главное занятие, главное, для чего мы сюда приезжаем, это к морюшку. Морюшку обязательно. Каждое утро, да, час это плаваешь, без остановки. Ну, и потом еще побарахтаться можно немножко. И так у нас вся наша большущая деревня. В основном здесь, конечно, европейцы селятся. Все так проводят время. Грустно прощаться. Я уже вчера попрощалась со всеми по телефону. Попрощалась с теми, с кем связана была в этом сезоне. А сегодня уже прощалась просто на берегу с людьми. Те, которые мы уже в протяжении 12 лет, мы всегда встречаемся, вместе живем, вместе, ну, и довольно длительный срок, не меньше, чем 5,5 месяцев. Поэтому уже все стали как будто родные. Поэтому, да, как бы второй дом. Пора, может, что пожарил креветочки. Сейчас еще Парам пожарит рыбку. И 100%, что будет очень вкусно. Парам действительно очень вкусно готовят морепродукты. Напоминаю, что я, когда мы в Гоа отдыхаю от этой рутины, ничего не готовлю, даже посуду Парам моет. Ну как, может быть, чуть-чуть я там что-то могу, чашечку помыть, но в принципе вот основную грязную работу совершает Парам. В прошлом раз в Матеране он тоже готовил, кстати. Было Ну, рыбу, да, рыбу он доготовил, да, он знает, как там все, весь этот баланс по специям, все, что добавлять. Я иногда могу добавить меньше, поэтому я ему больше доверяю. Ну и всем нравится, и Артуру. Слушайте, это действительно чудо. Наверное, часик мы посидели, и вот пошел дождь, молния. Я не знаю, ну, ведь дождя, конечно, вам не видно, вот, но я могу показать, что здесь уже все мокро. И, наверное, слышно. Уже камера вся мокрая. Вот это да, Надя. Слушайте, вот так, чтобы вот такое время, это реально удивительный случай. Практически невозможно вспомнить,
что у нас, март и дождь, ну, не было такого. Да, very big rain, Парам. Very, very big. Парам зовет, Парам уже поднялся впервые, она с Артуром. Говорит, Надя так волнуется, измеряет себе давление. Ну, конечно. Она часто путешествует уже на протяжении многих лет, но все равно перелет это всегда стресс. Ты взял конфеты? Надеюсь, у Нади будет место. У Нади очень большой багаж. Она будет платить за багаж, поэтому у нее там каждый там грамм на счету, чтобы не было перевеса. Сейчас Парам поможет Наде с вещами, отвезет до... Аккуратно. До такси отвезет на байке. О, уже Надя говорит, что нету ни граммочки места. Ну, может быть, вы съедите в аэропорту. Ой, сколько багажа. Это еще не все. Рисуешь? Тут две... Don't take tension, we are with you, my dear. Don't take Не tension, переживай, don't не take переживай, tension. мы мысленно с вами. Yeah, she very worried. No, of She course, big machine she put here. Now I see, show this machine. Where is this machine? Pressure, измеряли давление. No, you put Все, уже спрятала. Вот этот убирай, Да. outside. Okay. How Nadia talk English, Param? What do you Very think? good. Oh, she very good. Before when Tuda, she like this. When first season I meet. No, she very good speak English. So how she learn in English in India? You not. Сейчас Надя разговаривает на английском лучше, чем ее подруга, преподаватель английского языка. Но во всяком случае индийцы понимают. Мы, кстати, эту историю хотели рассказать, но я так понимаю, что сейчас некогда. Я, наверное, сама расскажу. Потом посмотрите на видео. Артур говорит, что она там понабирала? У Нади магазин. У Нади свой бизнес. Not went gym, that's why I make. Ага, Парам говорит, раз я не занимался в тренажерном зале, сегодня потаскаю тяжелые сумки. Ваше такси? Да. Такси подъехало, сейчас Парам еще принесет одну сумку. Вот парень остановился рядом со мной, уже минут 5 стоит и расспрашивает, а что это за камера, куда вы снимаете? Говорит, хочет селфи, хочет стать знаменитым. Я говорю, ну если хотите селфи, то что-то расскажите, say something. This is Goa. We are coming from Telangana, Hyderabad. There are so many country people are coming Goa, enjoying how countries. Okay, so you like Goa? It's like And Kalangut is best. Baga Beach, Kalangut, Baga, Arambol. Arambol में पूरा other countries आता, Russian भी आता. और Окей, спасибо. Спасибо. one photo. О, сейчас папа придет, будет злиться. I make photo only with my baby, with son. If you want make photo, make I and my son. Okay. Make. Господи, я хотела с Надей поговорить, пристали. Это я почему говорю, фотографируйте меня вместе с ребенком, потому что я знаю, что некоторые индийцы потом эти фотографии показывают и не весь что рассказывают своим друзьям, что вот они были в Гоа, познакомились с девушкой и чуть ли не собираются дожениться. Вот, поэтому я всегда, если соглашаюсь, то только с ребенком, но чаще всего отказываюсь. Вот мы обратили внимание, у Нади браслет, скотч на руке. Это Артур говорит, это если стошнит, если рвет. А я сначала не поняла. Я говорю, Артур, ты имеешь в виду, чтобы Надя рот заклеила, чтобы это не вышло? Он говорит, нет, он вспомнил, как нам зрители рекомендовали, что если тошнит, то нужно пупок заклеить крест-накрест. Но на самом деле это для того, чтобы... Что, сумки, да, если... Или для чего? Нет, ребенку, говорят, помогает. Но... Не, вам для чего этот скотч? Что, если заставят один багаж сделать из двух. Понятно. Все предусмотрено у вас на любой случай, на любой момент. Потому что это Арабия, это вообще что-то невыносимое. Да, кстати, у меня тоже были проблемы с этим. Ну, зато хорошая цена.
Да, вот это вот, да. Иди ко мне, ребенок. Сейчас будем уже прощаться. Давай. Как божественно приезжать. Окей, окей, окей. Thank you, спасибо. Спасибо, окей, bye. У Нади на шее рудракша. Да. А вы знаете, для чего это? Ну, как, как оберег. Иначе не получилось бы. О, боже мой, А вот и Парам. Все, сейчас я выключаюсь. Я хочу нормально попрощаться с Надей, не на камеру. Oh, my dear friend. Давай, Артур. Happy journey, my dear friend. Thank you. My. Напишите обязательно. Обязательно. Давай. Дашенька, спасибо за все. Wait, Спасибо wait, wait, вам. wait, wait, Встречи, за привет. За встречу, за ужин, за приветствие, за все. Все, ждем Всего вас в доброго. следующем сезоне. Это She, будет she, в этом she, году. she says something, she В says этом something. году. Только в следующем сезоне. What you said? I said, oh my God, Pai Sakur, my Sakur. Means father is God and the mother is sugar. Yeah. Все, ну а мы сейчас поедем дальше отдыхать. У нас еще пару дней осталось в запасе. Ну, куда мы сейчас едем, вы, собственно, увидите совсем скоро. Слушайте, мы остановились на заправке, пока Парам заправлял байк, я отошла в уборную, так скажем. Парам уже заправил к тому времени. Я говорю, ну и что, почему мы не едем? Почему мы не едем? Он говорит, подожди, говорит, пусть вот эта вот компания сейчас первая на байках поедут, а потом мы за ними. Я говорю, ну а чего? Я не поняла юмора. Он говорит, а там вот буквально за углом стоят полицейские, а здесь в Гоа есть у тебя права, шлем, все едешь по правилам, не превышаешь, они все равно останавливают, и они находят причину, чтобы получить денежное вознаграждение с этой целью. Ну и Парам говорит, пусть они поедут, скорее всего, к ним прицепятся, и полицейские будут заняты, и мы свободно проедем. А еще мне Парам иногда говорит, ты снимай, доставай камеру, можешь не снимай, просто делай вид, что ты снимаешь видео, и это тоже может их остановить. Когда-то уже такой у нас был случай, что нас не тормознули, уже хотели, явно было видно, что уже взгляд был нацелен на нас, но потом, когда у него, полицейского, взгляд упал на мою камеру, он резко передумал и уже заинтересовался другими людьми. Так, ну все по коням. Давайте, едьте, компания. Я решила перестраховаться, еще плюс включила камеру. Плюс к тому, что мы едем за ними. Ну давай, Парам. Не, говорит, подожди, еще рано. А говорит, а то решат, что мы тоже как из их компании. Я не вижу, где, ну, Парама как чутье. Но я включаю видео. Точнее, я не выключила камеру. Они где-то прячутся в кустах. 500 рупий, 1000 рупий. Вот так вот можно на ходу ни за что потерять. Вот. Не, их не остановили. Все, этих людей не остановили. А сейчас, я не знаю, я не могла в наглую их снимать. Ну все, проехали. Я камеру просто переставила на ту сторону. Ну что, фокус удался, да, Парам? А? Все, all okay? Показывая, может, для кого-то это будет полезная информация. Парам, команд. Пляж называется Моджим, и вот заведение, которое мы сегодня посетим. Уже несколько раз мы посещали это место. Здесь можно заплатить небольшую сумму денег и пользоваться бассейном, посидеть в кафе. Здесь вкусная еда, красиво, как в райском саду.
Эдем. Я последние несколько лет не получаю удовольствия от плавания в море. Ну, вообще сейчас невозможно плавать, там большие волны, ну и по волнам прыгать тоже мне не нравится. Я постоянно нервничаю, переживаю за Артура и за Парама. Я вообще почти не захожу в море и сижу на берегу и переживаю за них. Вот. Ну, а в бассейне поплавать – это огромное удовольствие для меня. И Артур тоже понабирал с собой ласты, маски. Вот, так что сегодня я буду действительно отдыхать и наслаждаться природой, морским воздухом. Здесь рядом море. В общем, замечательное место. Мы в Калангуте искали в прошлом году, в позапрошлом году такой отель, где можно было бы заплатить деньги и пользоваться их бассейном, но не нашли. Кстати, если вы знаете, напишите, поделитесь в комментариях, потому что, конечно, сюда ехать далековато нам. Вот. Ну а если кто-то тоже сталкивался с такой проблемой, как у нас, вот приезжайте сюда, здесь можно реально договориться. Ну и, конечно, здесь тоже можно остановиться на ночь, пожить здесь в таких вот домиках уютных. Как здесь следят за территорией. Травка прямо ковром постелена. Come on, my dear. My beautiful здесь wife. есть раздевалочка, все так чистенько. Прям даже пахнет в раздевалке. Артур, ты готов? Все сережки сниму и пойдем плавать. Артур, идем. Cold water? Oh my Еще god. такие правила, что надо перекупаться чуть-чуть. Давай. Everybody stand. Я уже наплавалась, лежу на шезлонге, балдею. А сейчас Парам. Вот видите, он на том краю бассейна сейчас будет нырять. Говорит, сними меня на видео. Плывет под водой, вы видите? Многие индийцы вообще не умеют плавать, так что мы здесь всех удивляем. Ого, как он, посмотрите, по самому дну, как краб. Я умею плавать хорошо, Парам и Артур тоже отлично плавает и ныряет. А, вот обратите, кстати, внимание, сейчас я отойду чуть-чуть подальше. Вы видите, Парам побрил перед поездкой на море себе грудь. У него волосы растут на груди, так он вообще обычно по этому поводу не беспокоится. Вот когда мы едем на море, он всегда сбривает. Хотя я его об этом никогда не просила. Окей, go, swim. Я его никогда об этом не просила. Мне наоборот кажется, что это как-то так мужественно выглядит, а ему не нравится. Я вот сейчас обращаю внимание на других мужчин. Вот другие мужчины с волосатой грудью и ничего, вполне себя комфортно чувствуют. Вот там кафе, сейчас мы немного поплаваем, нагуляем аппетит и пойдем кушать. Здесь очень вкусная еда. А там море. Вот море. Здесь вот еще столики стоят. Здесь огромная площадка. Иногда здесь проводят различные мероприятия торжественные. Ставят здесь стулья и, может быть, там свадебные или там помолвки отмечают. Давайте я уже раз начала снимать, подойду к морю. Кто-то там есть, но особо не густо. Людей мало. Мне еще Надя рассказывала истории по поводу того, как затягивают волны, обратные течения. И с ней тоже происходил такой неприятный случай. Несколько лет назад она зашла в море по колено. Ее как стало затягивать. И у нее после этого нога несколько дней не функционировала. Она вообще не могла нормально ходить. Так что, друзья, это очень серьезно. Даже не надо сильно глубоко заходить. Можно сильно пострадать каким-то чудом. Да, вот ей повезло, что она глубоко не зашла. Очень горячо здесь. По травке приятнее гораздо пройтись. Вот, ну и после таких страстей меня вообще отбило желание плавать в море. Это нужно только в каких-то лагунах. Вот, смотрите, вот эта вот пара, какая красивая, парень с девушкой. Они фотографируются, точнее парень ее фотографирует столько времени. Вот я сидела, наблюдала. Он ее сфотографировал, она провела. Нет, еще раз. То есть получается, что одну и ту же позу раз 50, наверное,
они добиваются максимально лучшего результата. А пару раз меня сфотографируют и уже начинают на меня бурчать. Вот. Вот, опять продолжают. Продолжается фотосессия. О, Артур, ты решил запустить квадрокоптер? Ну, давай. Давай сейчас все поснимаем и будем отдыхать. Нет. Нет? А, чипсы? Что, так что, нет, давай поснимаем, а потом уже его спрячем, чтобы я за него не волновалась. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.